Добрый день! Вы на канале Вяжи со мной. Меня зовут Галина. И сегодня предлагаю вам связать вот такие красивые оригинальные митинги крючком, сеточка и дорожка вот из ракушек и лепесточков. Вяжется довольно легко и просто. Вязала я этот рисунок также по видео с YouTube, но вязали мы там береточку. Вот она, эта береточка. Тот же самый рисунок, но я немного изменила его, чтобы подошло на руку для митинок. Он немножечко другой. Ну, незначительно. Все то же самое. Мне до того понравился этот рисунок, что я решила сделать не только берет, но и комплект. К примеру, из более толстой пряжи можно связать на весну или на теплую осень. Также можно выделить этот рисунок контрастным цветом. Тоже смотрится очень красиво. Вот, двухцветная береточка получается. Ссылку на видео по вязанию берета, если вы также хотите комплект и вот такие классные береточки, я оставлю в инфобоксе. Переходите под видео, нажимайте стрелочку, которая смотрит вниз, и там будет вся информация, которая не войдет в мои видео. Также подписывайтесь на мой канал, потому что я для вас готовлю еще 2 видео в процессе. Это по вязанию летней юбки крючком. Легко и просто свяжет даже новичок. И еще одно видео в процессе у меня, это по вязанию платья, которое было на подиуме. Очень красивое платьишко. По нему я хочу сделать совместник. Эти митинги я вязала из пряжи турецкой, картопу, в 100 граммах 250 метров. Стопроцентный акрил, антипилинг. Она действительно не пилингуется, очень такая мягенькая, не кусачая, подойдет даже для детей, не скрипит при вязке. В общем, кто вязал, знаете, кто не вязал, попробуйте. Для вязания митинги сначала нужно связать резинку. Вязать ее буду из 10 петель. Для этого нужно набрать цепочку из 11 петель. Если вы хотите резинку больше, значит набирайте больше. То есть, чтобы она была пошире у вас, допустим, кто какие митинги захочет. Такую длину. Ну, я взяла из 10 петель, такие коротенькие. Вот, набираем 11 воздушных петель. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Единственный незначительный такой недостаток у этой пряжи, что она немного слоится. И нужно быть более внимательной, чтобы подцепить все ниточки. 11 петель на крючке. Теперь во вторую от крючка вяжем столбик без накида. Раз, два, три. Провязываем все петельки столбиками без накида. 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Делаем одну воздушную петлю подъема и разворачиваем вязание. Теперь те же 10 петель свяжем за заднюю полупетлю. Вот она. Также столбиками без накида. Когда вы вяжете первую митинку, советую воспользоваться вот таким счетчиком рядов. Вот я провязала один ряд, его отметила, чтобы впоследствии они были одинаковые и при подсчете не уходило много времени. То есть каждый раз не пересчитывать, сколько здесь, сколько там. Я провязала здесь 38 рядов. У меня средняя такая женская рука, не толстое запястье не тонкое. Ну, 38 мне свободненько. И продолжаем вязать 10 петель за заднюю полупетлю. Я его сниму, счетчик, чтобы не мешал. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Вот она тут прячется. Обязательно ее провязываем, чтобы ровненько было. 10. Снова одна воздушная петля подъема. Вязание разворачиваем и повторяем все то же самое, пока не наберем нужное количество рядов. Как я уже сказала, у меня это 38. Вяжите самостоятельно и возвращайтесь снова ко мне. Резинка готова. Теперь ее нужно соединить. Находим первую петелечку, протягиваем нитку сюда и закрепляем. И теперь каждую петлю с одной стороны и с другой провязываем соединительными такими вот стежками, соединительными петлями. Так. За краешки. Также за полупетелечки с одной и с другой стороны. И последние петли
Вот так все. Выворачиваем на лицевую сторону. Вот таким образом. И теперь нам нужно связать вот эти арочки из воздушных петель. Провязываем цепочку из 5 воздушных петель. И пропуская один, второй ряд в третий ряд, вот сюда вот вершиночку, вяжем столбик без накида. Снова 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. 1, 2, в третий, вот сюда уже вяжем столбик без накида. И так далее. 5 воздушных петель. Пропускаем 1, 2 в третий ряд. Столбик без накида. И получается то во впадинку, то в выпуклость. Вот. Каждый третий. И так до конца ряда провязываем цепочки из воздушных петель из 5. 1, 2, 3. Вот сюда. В каждый третий столбик провязываем. В каждый третий, вернее, ряд провязываем столбик без накида. В конце ряда делаем 2 петли воздушные, накид, и в начало ряда провязываем столбик с накидом, чтобы оказаться на вершинке этой цепочки. Всего этих арочек должно получиться 12. Если у вас шире резинка связана, постарайтесь распределить их равномерно, не обязательно через 3 столбика, кое-где через 4, кое-где через 3, ну, чтобы она более-менее была ровненькой. Второй ряд рисунка провязываем такими же арками из 5 воздушных цепочек и из 5 воздушных петель цепочки. Вот так. И под арку провязываем столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Под арку столбик без накида. И так до конца ряда. В конце снова 2 воздушные петли, петелечки, накид, и провязываем столбик без накида вот в эту точку. Все, 2 ряда цепочек готово. Третий ряд вяжем 1 петелечку подъема и в следующую цепочку провязываем 9 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Девочки, не 9, а 7. 7 столбиков с накидом. 9 это в береточке. 7 столбиков с накидом. В следующую арку столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петель. И в следующую арку столбик без накида. И в следующую снова вяжем веерок из 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. В следующую арку столбик без накида, 5 воздушных петель. В следующую арку столбик без накида. И продолжаем еще вязать. 1, 2, 3, 4. Еще 4 веерочка. Еще 2 веерочка. Всего будет 4. В конце ряда делаем 5 воздушных петель. И соединяем петелечку, которую мы делали воздушную. Вот сюда. Вот, соединили. Теперь 5 воздушных петель. Это 4-й ряд уже будет. И в середину этого веера, то есть 1, 2, 3, в 4-ю петлю делаем столбик без накида. 5 воздушных петель. И сюда же прикрепляемся. Можно столбиком без накида, можно соединительной петлей. 5 воздушных петель. И под цепочку столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 3 накида. Под цепочку провязываем столбик с 3 накидами. 2, 3. И провязываем 2 петли вместе. Столбик с 3 накидами не законченный. Снова вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И под цепочку столбик без накида. Вот. Готов один лепесток. Снова 1, 2, 3, 4, 5. 3 накида. Под цепочку провязываем столбик
незаконченный с 3 накидами. На крючке 2 петельки, провязываем их вместе. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. Это второй лепесток. 1, 2, 3, 4, 5, 3 накида. Вяжем незаконченный столбик с 3 накидами. Две петли провязываем вместе. 5 воздушных петель. И столбик без накида. Вот что у нас получилось. Такое удлиненное пико посерединке предыдущей арочки, в предыдущем ряду. И под цепочку 3 лепестка. Так нужно провязать над всеми арками 5 воздушных петель. 1, 2, 3 в четвертую. Столбик без накида. 5 воздушных петель. Столбик без накида в эту же петлю. 5 воздушных петель. Подсоединяемся под арку столбиком без накида. 5 воздушных петель и выполняем 3 вот таких лепестка, так до конца ряда. В конце ряда последний лепесток вяжем не один столбик с накидом, а 2 столбика с накидом, 2 столбика с 3 накидами и провязываем 3 петли вместе, чтобы оказаться наверху ряда. Вот, закончили ряд. Вот как он выглядит. В следующий ряд снова будем вязать цепочки из 3 воздушных петель. 3 воздушные петли, соединяем, столбик без накида вот в это удлиненное пико. 1, 2, 3 в вершинку первого лепестка. Раз, два, 3 воздушные петли в вершинку второго лепестка. То есть собираем все лепесточки и все вот эти вот удлиненные пико. 1, 2, 3 и в вершинку столбик без накида. 1, 2, 3 столбик без накида. 1, 2, 3 в вершинку столбик без накида. 1, 2, 3 столбик без накида. До конца ряда. В конце ряда 3 воздушные петли и в вершинку нашего первого лепестка, откуда начинали вязать, делаем соединительную петлю. Теперь также соединительной петелькой переходим под первую цепочку. Вот так. И вяжем 6 воздушных петель.
и столбик с накидом под эту же цепочку. Одна воздушная петля и под следующую арку вяжем столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик с накидом. Воздушная петля и продолжаем под каждую арку провязывать столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, столбик с одним накидом. Продолжаем до конца ряда. В конце ряда 1 воздушная петля и соединительный столбик в 3-ю воздушную петельку подъема. Переходим под арку соединительным столбиком, 6 воздушных петель. И столбик с накидом в эту же арку. Мы начали вязать уже сетку и будем продолжать вязать ее до конца митинги. Только в этом ряду мы сделаем убавку. Под каждую вот эту арку вяжем столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик с накидом. И теперь воздушную петельку между этими элементами не делаем, а продолжаем вязать до конца ряда вот эти элементы. Столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик с накидом. В конце ряда соединительную петлю провязываем в 3-й воздушный столбик. Все. Теперь нам нужно сделать для пальчика. Переходим по цепочку, провязываем 6 воздушных петелек, столбик без накида, с накидом делаем 2 воздушные петли и, пропустив 2 вот этих элемента, в 3-й вяжем столбик с накидом, 3 воздушные петли и столбик с накидом. Если вам мало вот этого объема для пальчика, то свяжите 3 воздушные петли или 4. Нужно мерить на свою руку. Также между этими элементами не делаем воздушные петли, просто вяжем как и вязали. В следующем ряду вяжем эту же сетку, только здесь между вот этими элементами провязываем уже 1 воздушную петлю. В следующем ряду не делаем между элементами воздушные петельки, сразу вяжем. Вот на этом примере покажу. Вот здесь 2, 1 и ни одной. И продолжаем вязать на нужную высоту митинги сеточку этим рисунком.
И как вязать кайму в конце митинги я покажу. А вы провяжите нужную высоту самостоятельно сеточкой и возвращайтесь вязать кайму. От пальчика до края митинок я провязала 7 рядов. И теперь вяжем такую небольшую кайму. И еще хочу заострить внимание, если вам широко вот здесь, где пальцы, или вы провязали их выше, можно также убавить, провязав между столбиками с накидом не 3 воздушные петли, а, например, 2. Еще больше уменьшится вот это место. Итак, кайма. Соединили ряды. Делаем одну воздушную петлю подъема. Переходим под цепочку, делаем столбик без накида, 2 воздушные петли и сюда же столбик с накидом. Затем столбик без накида между вот этими элементами провязываем. Под цепочку столбик без накида, 2 воздушные петли и столбик с накидом. Вот сюда между элементами столбик без накида. И так далее до конца. Такая незатейливая каемочка получается, просто волнистая. Можете придумать что-то свое. Вот. И наши митинги готовы. Я довяжу каемочку, вы тоже. Готовы наши митинги. Вот. Интересный получилось. Мне интересно посмотреть, какие получатся у вас. Буду благодарна за ваши фотографии. Их прислать можно в любую соцсеть, которую я укажу в инфобоксе. И также ставьте пальчик вверх, если видео вам понравилось. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, в которых мы встретимся в следующий раз.